49 дней в неизвестности. Т-36 – советская баржа проекта 306. Она известна тем, что 49 дней дрейфовала по северной части Тихого океана в 1960 году после того, как была выведена из строя. Со всеми моряками на борту, пережившими путешествие, нормируя трехдневный запас еды. В декабре 1959 года все 6 самоходных барж, приписанных к гарнизону острова Итуруп, были выброшены на берег, чтобы переждать период зимних штормов и провести плановый ремонт. 10-дневный продовольственный паёк, который обычно хранился на борту, был отправлен на склад. Незадолго до 17 января 1960 года командование было предупреждено о позднем прибытии последнего корабля снабжения, и 2 из 6 барж были обратно спущены на воду. Оба получили по 1,5 тонны дизельного топлива и трехдневный запас воды и продуктов. Оба, Т-36 и Т-97, были пришвартованы к плавающей бочке примерно в 500 футах от берега. Вскоре после полуночи 17 января 1960 года баржи попали в сильный шторм, сопровождавшийся ураганным ветром. Порвалась снасть, и экипаж, младший сержант Асхат Зиганшин и 3 рядовых Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский и Иван Федотов запустили двигатели баржи, пытаясь держаться подальше от скал. Поднять якорь вдали от берега оказалось невозможно из-за плохой видимости и сильного ветра, когда через 40-50 минут ветер слишком близко подтолкнул баржу к берегу. Снова запустили двигатели, чтобы уйти от нее подальше. Эта последовательность повторилась еще несколько раз. Борьба со штормом продолжалась более 10 часов. В конце концов центр шторма прошел над островом, и ветер изменил направление, на этот раз оттолкнув баржу от берега. Экипаж решил посадить баржу на мель, но когда они попытались это сделать, около 22 часов ровно в двигателях закончилось топливо, и они остановились. Ветер вытащил баржу из лагуны в открытый океан. Экипажу Т-97 повезло больше, и он успешно посадил свое судно на мель. Командованию гарнизона было известно о борьбе экипажа с ураганом, но затем радиосвязь прекратилась, так как из-за шторма вышел из строя передатчик баржи. Когда шторм утих, поисково-спасательная бригада из 15 солдат была отправлена на прочесывание побережья. Обнаруженные ими обломки, среди которых были спасательный круг и остатки деревянного ящика для хранения угля, отмеченные номером баржи, подтвердили подозрение, что баржа была потоплена ураганом, а ее экипаж погиб. После завершения поисков семьям экипажа были разосланы официальные уведомления о пропаже. Подробности Зиганшин записал в судовой журнал. Из недавней найденной на борту газеты экипаж узнал, что район океана, к которому дрейфовало судно, официально отведен под испытание баллистических ракет в период с 15 января по 15 февраля. Учитывая это, Зиганшин прикинул, что шансы на их спасение в ближайшем будущем крайне малы, и решил строго нормировать имеющуюся еду и воду. Тем не менее, экипаж круглосуточно дежурил у руля на всякий случай. На второй день дрейфа экипаж провел инвентаризацию. Имеющиеся припасы состояли примерно из 2 ведер картошки, буханки хлеба, 3 фунтов сала, 1,5 банок мясных консервов. Немного пресной воды в чайнике, пару фунтов проса и сушеного гороха, 1 пакет чая и 1 пакет кофе и около 50 спичек. Ведра с картошкой, которые хранились в машинном отделении, были опрокинуты бурей, и картошка рассыпалась по полу и пропиталась соляркой.
Значительное количество, 120 литров пресной воды, красной от ржавчины, со вкусом металла, было получено из системы охлаждения двигателей. Чтобы сохранить даже этот запас, команда, когда это было возможно, расстелил свои простыни на палубе, дав им пропитаться дождевой водой, а затем выжила из них воду. Чтобы согреться, солдаты разводили огонь в буржуйке, используя подручные горючие материалы, такие как деревянные ящики, спасательные круги, тряпки, обрывки бумаги, старые газеты и деревянные доски из двух своих кроватей. Когда эти легкодоступные материалы были исчерпаны, команда в конце концов прибегла к сжиганию шин, которые служили крыльями баржи, счищая с них куски резины тупым кухонным ножом. Каждая шина продержалась около недели. Исчерпав доступные запасы еды, команда в конце концов съела свои кожаные ремни, браслеты, кожаные части своих ботинок, пытаясь утолить голод. Примерно через 40 дней своего путешествия они заметили проходящий корабль, но попытки привлечь его внимание не увенчались успехом. В последующие дни мимо прошли еще 2 корабля, не заметив их. Наконец, около 15 часов, ровно, по местному времени, 7 марта, после дрейфа в течение 49 дней, они были замечены 2 самолетами С-2Ф, запущенными с американского авианосца USS Kearsarge в штормовых водах в 1900 километрах от острова Уэйк и впоследствии спасены. Дрейф экипажа Асхата Зиганшина был отмечен мировой прессой. Вернувшись в СССР, экипаж имел популярность, близкую к космонавтам, и играл важную роль в советской массовой культуре. Советское правительство выразило благодарность Kearsarge за его жест. Экипаж вскоре вернулся домой, но сначала отправившись в Париж на круизном лайнере Hermes Queen Mary, а затем самолетом отправили в СССР, поскольку врачи рекомендовали не совершать трансатлантический перелет. В 1960 году все 4 одновременно были уволены в запас до истечения срока службы. Федотов возвратился к семье на Дальний Восток. Зиганшин, Крючковский и Поплавский без вступительных экзаменов были приняты на судомеханическое отделение мореходного училища. В 1962 году снят художественный фильм «49 дней».